Так, Zoom единственный Ребят, мессенджер, который не закрываем. Классно, если слышно. Если вдруг вы сейчас слышите какую-то трэш или там проблемы с микрофоном или что угодно, Нет, все кричите. хорошо. Офигенно. К минимум одному человеку все хорошо, но он Макс. Хотя Мне Максим тоже вроде норм. настаивает на то, что он, возможно, кот. Так, а мы начинаем. Ужас. А что, может, Да, я, подождем? видимо... Просто еще пока видео не включили. Или сегодня пофиг, сегодня операторов нет? Сейчас, нет, видео сейчас, говорят, включат. Ты командуй, когда включать. Вот, я единственное, что скажу, что я буду, скорее всего, стоять. То есть, в прошлый раз я в основном сутулился, то здесь буду в основном стоять. И второе, что я скажу, а кто пишет? Пишет вот этот комп. Чудно. Да, тогда я в лучших традициях всех еще раз настойчиво прошу, прошу говорить вопросы вслух. Видео будет, видео пишется. Я пытаюсь считать чатик, но получается у меня это будет с переменным успехом. Я зачитаю, если что-нибудь будет. Огонь. Вот, у нас сегодня чуть более космическая лекция, чем в прошлый раз. Я имею в виду, что будут более космические корабли и менее у себя локально на ноутбуке. Но это неспроста. Мы сегодня будем рассматривать те области распределенного обучения, которые только-только вот начинают проклевываться. В том числе. Так, давайте дождемся еще, может, минуту. Проверим, что все работает. Есть там какая-нибудь жизнь. Сейчас пытаюсь смачить число человека. Если к нему один ноутбук без человека, все, ноутбук пришел. В смысле, человек пришел. Человек пришел не в тот ноутбук. Ну, ладно, неважно. В лучших традициях сегодня как бы максимально в любой момент, не дожидаясь, имеет смысл задавать вопросы. Я фьюшот, точнее one-shot научился на прошлой лекции, если что, их в нужный момент пресекать и говорить, что мы спешим, поэтому не бойтесь их задавать. А мы начинаем. Сегодня вот это вот страшное название Model Parallel Deep Learning. Вот это будет более-менее вся лекция, но страшное название давайте сразу забудем, вместо этого ответим, для чего нафиг нам этот нужен Model Parallel Deep Learning. Мы сегодня будем говорить про то, как работать с огромными моделями. В разной степени огромными. Вот типа 2 года назад 10 миллиардов параметров было запредельно огромным. Ладно, 3 года назад. Сейчас есть триллионные модели. 5 лет назад даже 1 миллиард параметров был чем-то очень странным, что нужно было отдельно оправдывать. А чтобы понять, как нам с этими моделями работать, чтобы понять, как работать с этими чудовищами, нужно сначала вспомнить, с чего же, черт подери, мы начинали. И тут начинается рекап. В предыдущей серии привез ли он что-нибудь. Большие модели есть, большие модели помогают. Ничего из этого слайда полезного, в общем, кроме этого вы не почерпнете. В прошлой неделе мы пытались нейронки, большие, маленькие, разные, обучать некоторой одной стратегией. Какой стратегии? Data Parallel, Model Parallel? Data Parallel. А скажите, пожалуйста, вот учим нейронку Data Parallel, и где-то там нам вот пригожалась эта вот страшная штука, Ring Reduce. А зачем она вообще нужна? Что такое Ring Reduce, что она делает? Где она нужна в Data Parallel? Что, градиенты везде усреднить, на всех нодах одинаково сделать? Да, вы почти в унисон сказали здесь и в Zoom. Я просуммаризирую однопоточно. Вы в Data Parallel применяете модель на разных входах, на каждой ГПУшке разный кусок батча, насчитываете градиенты вы хотите просуммировать, ну или усреднить. И это как-то по-классному читалось. Вот, например, ring all-reduce — это ровно попытка посчитать all-reduce, если у вас ГПУшки умеют общаться по кольцу. Много разных all-reduce'ов было, хороших и разных. Был алгоритм, который пользуется all-reduce'ом, чтобы Data Parallel посчитать, обновить параметры. И все это было с ним хорошо, и даже не надо усреднять сами параметры, усреднять только градиенты. Кстати, напомните, а почему не надо усреднять параметры? Почему нет шага, где после обновления параметров их нужно раздать с главной ГПУшки? Сид фиксировали, и значит у нас модель у всех это так была одинаковая. Да, совершенно верно. Вначале инициализируете параметры из одинакового сида или загружаете с одного и того же чекпоинта. После каждой итерации all-reduce вам гарантирует, что градиенты равны. Вот прям точно равны. И как бы применяем одинаковые градиенты к одинаковым параметрам, они остаются одинаковыми. Был decentralized SGD, нафига он нужен?
Когда в сети, короче, когда вы не хотите ждать всех компьютеров. Можно Много вопрос? разного было. Можно Да, давай. вопрос быстрый? У нас же от порядка операций на ГПУ может точность полететь. С этим обычно нет. Ты имеешь в виду, что синхронизация может похериться? Нет, ну в плане того, что вот мы сложили много чисел подряд, то есть, я не знаю, там мы, например, на 20 карточках учим, и просто вот эти 20 градиентов из-за порядка у нас разные числа получились. Да, смотрите, вот AllReduce, так как он работает, он вам гарантирует, что на каждой карточке числа получились одинаковые. Почему? Потому что, если вы помните алгоритм, одна карточка кусок суммирует, а потом остальным раздает. Ответил на вопрос или запутал? Все окей, ага, спасибо. Ну, это у Butterfly разве нет? Это и у Ringa, и у всех. Так или иначе, верно следующее, что там не дублируется сумма. Сумма считается, как бы, каждые вот два числа, которые нужно просуммировать, суммируются один раз. То есть нет такого, что разные ГПУшки по-разному суммируют одни и те же числа. Так, а у нас сегодня следующий уровень безумия. Представьте себе, точнее не то, что представьте, все эти data, parallel, decentralized, алгоритмы классные, алгоритмы работают до тех пор, пока вы можете себе позволить на каждой ГПУ-ке применить всю модель к части данных. И сегодня мы как раз будем в стиле Слепакова спрашивать, а чё, сука, если нет? И вот что значит, если нет, что значит, если вы не можете применить вашу модель на нужном батче, это целый как бы класс разной степени сложности вопросов, некоторые из которых ответить легко, на некоторые из которых нужно писать диссертации. Вот, собственно, 3 постановки. Что такое не влезает вычисление data parallel на ГПУ? Может быть, у вас не влезает достаточно большой батч. Отлично. Если у вас не влезает батч, давайте сделаем батч поменьше. А что, если вот вы не хотите обучаться за батчом поменьше, потому что качество ухудшается? Там, короче, есть какой-то алгоритм, когда мы несколько батчей прогоняем, а потом вроде бы градиенты то ли средние берем, то ли суммируем. Какой-то алгоз, которым вы маленькими батчами эмулируете большой батч. Давайте его сейчас вспомним. Мы просто модель прогоняем через данные, а так как Torch, он суммирует градиенты по умолчанию, то делаем бэквард на несколько батчей. То есть, словно, чтобы увеличить батч в 4 раза, проходим 4 раза, потом делаем бэквард, потом zero grad, и вот так вот. Совершенно верно. То есть код будет выглядеть примерно вот так. Делаем zero grad в самом начале, потому что мы не как тот человек, который сказал, что делать grad в конце. B раз, считаем лосс средний какой-нибудь по мини-батчу, backward, потом в самом-самом конце только step. Скажите, а зачем деление на b? Чтобы learning rate как-то подредачить. Да, то есть если ваш лосс это какой-нибудь средняя кроссэнтропия или средняя квадратичная ошибка, то деление на b, если вы просуммируете 4 слагаемых, поделенных на b, у вас получится средняя глобальная. Если у них равны батч-сайзы. Ну и там все, что только можно. Это вот прям более-менее первое и последнее решение проблемы, как заставить нейронку работать с большим батчом. Тут есть подвохи. Кое-какие слои могут с этим не работать. Ну вот, например, что может пойти не так, если у вас батч-норм в режиме обучения? Ну, когда мы будем прогонять данные по сетке, каждый раз они будут синхронизироваться, средние и стандартное наклонение. Ну, если вы будете синхронизировать отдельно батчи... А вот кого с кем синхронизировать, извините? Все карты со всеми, чтобы У статистика... нас одна карта. У нас цикл. Одна карта? Вообще, да. Ну, для одной карты вроде все в порядке. Или нет? Извини, сейчас, тут просто 2 параллельных треда. Для одной карты не все в порядке. Смотри, вот ты в таком режиме имеешь батч b умножить на, ну, типа, допустим, не знаю, 1024. Его рассматриваешь как 4 батча по 256. Батч-норм ты усреднять будешь только для одного батча 256. Это не то же самое, что усреднять 1024. Я понял. А ты говорил? Ну, статистики среднего... Откуда прилетят еще раз? То есть они будут другие, чем... Да. То есть если ничего не сделать, они будут другими. Это правда. В принципе, если вам очень-очень нужно в точности сделать глобальный батч-норм, вы можете сначала сделать какой-нибудь форвард по одному слою за раз их сохранить, а потом, как бы, форвард в смысле без градиентов, запомнить статистики, а потом вот так насчитать. Но обычно забивают. Тем не менее, как бы в трансформерах, например, вообще никаких батч-нормов нет, layer-норм от этого не страдают. И вот это чудище, оно более-менее решает вопрос, как уместиться, если батч-сайз слишком большой.
Переходим к hard mode. А что делать, если даже один обучающий пример не влезает в воркера? И это как бы тоже достаточно, это более подробное описание проблемы, но это все-таки не вся проблема. Вот что такое в примере может не влезать? Картинка какая-нибудь. Да. А то есть на что именно тратится память, когда вы обрабатываете, например, картинку резнетом? Я утверждаю, что хранение самой картинки – это меньшая часть ваших проблем. Ну, активация. Активации всех слоев. Более того, в некоторых слоях активации несколько раз за слой. Например, у вас есть какой-нибудь, не знаю, конф с релу, вот у вас вход в конф вы запомнили, выход из конф вы запомнили, после релу что-то запомнили. Вы делаете довольно большое количество операций, и, как правило, каждая операция помнит свои промежуточные активации. То есть вот если забить на то, что у вас там нейронка, у вас есть 4 слоя, вы применяете слой forward pass, второй слой forward pass, третий forward pass, четвертый forward pass, вы запоминаете все, что в серых квадратах, пока что все f-ки, а потом в backward pass вы считаете backward с использованием этих f-ок, и только тогда их освобождаете. Ну и бэкпроп здорового человека запомнили все f-ки, потом последний слой посчитали, освободили, посчитали, освободили, посчитали, освободили. Сейчас еще раз посмотрим. Forward, 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 forward. Backward освободили, backward освободили, backward освободили, backward освободили. Выгружать что-то на диск – это не бессмысленная идея, она нам еще, может, пару раз поможет. Но давайте пока что подумаем попроще. Представьте себе, что вам плевать на время работы. Вот у вас есть 4 слоя. Давайте представим себе, что, ну вот, например, вам нужно, вот у вас backward дошел до сюда, вы хотите, дайте секунду, вы хотите вот этот backward сделать. Но так получилось, что вот это вы уже забыли, удалили случайно, память побилась. Что делать? А откуда его посчитать? С самого начала. Можно с самого начала. А если у вас сохранился предыдущий, то можно из предыдущего. То есть, смотрите, в принципе, вы вольны помнить не все. Может быть, вы будете помнить ничего. Вот ты, как сказал, заново посчитать. Считаем все слои, помним только один слой. И заново считаем третий, с самого начала. А потом заново считаем второй, с самого начала. Такому алгоритму потребление памяти, в общем, нужно совершенно символическое. От единицы, если вы аккуратно задумаетесь. От единицы в числе слоев. Да. Но это не самый популярный алгоритм в обучении нейросетей. Почему? Ну, время сильно подскакивает. Как оно подскакивает, если у вас n слоев? Умножить на n. Ну, короче, n квадрат. Вот. Факториал пока что не факториал. Хотя, если у вас там какая-то странная комбинаторная нейронка, можно добыть и факториал при большом желании. Короче, вы этого не дождетесь. Но мы так поняли. Смотрите, вот если вот этого слоя нет, можно сначала считать, но можно быстрее, если у вас есть, ну, скажем, вот этот слой. Трюк, который позволяет вам вместить один пример даже на одной ГПУ, если проблема именно в активациях, gradient checkpointing, говорит, давайте мы стратегически выберем и запомним, какие активации мы хотим не продолбать. И вот ровно только их не продолбаем. То есть, например, здесь есть одна активация, которую не продолбаем. Чем будет отличаться алгоритм, если у вас чекпоинт стоит только здесь? Что будет считаться быстрее? Что по сравнению с предыдущим алгоритмом вам здесь можно сделать быстрее? Что вам здесь сделать не надо? Активацию для 3-4 слоя мы быстрее найдем. Да, то есть для 3-го, для 4-го слоя вы теперь считаете активацию за один пересчет, а не за 3, и за 2 пересчета, а не за 4. Ну и алгоритм выглядит так. Forward, 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 и мы запоминаем вот этот вот forward. А потом в бэкварде, видите, пересчитываем только через один слой. Чекпоинт удаляем когда? Когда пройдем через него. Когда закончились все те бэкварды, которые с него надо было начинать пересчитывать. Ну и вот этот трюк, это прям тоже стандарт, примерно настолько же популярен, насколько и подсчет разделения батча, gradient accumulation. В торче работает из коробки, в TensorFlow вводится вот так. По-моему, в новом TensorFlow есть тоже из коробки, кто ж его знает. И в чем его суть? Вы можете стратегически выбирать, сколько чекпоинтов поставить. Вот если у вас есть n слоев, допустим, 1000 слоев, вы можете поставить один чекпоинт посередине, а можете 2, а можете 3. Как понять, сколько у вас будет требоваться памяти на вот такое перевычисление? Число чекпоинтов. Не совсем число чекпоинтов. Я утверждаю, давайте рассмотрим один чекпоинт посередине. Сколько памяти вам нужно? 1000 слоев. И добежать до следующего. Да.
Ну, то есть, на самом деле, как бы, зависит от того, как вы на это смотрите. Либо вы ставите... Есть две стратегии, одна в статье, другая работает. Я не знаю, видно ли доску. Ну, короче, словами скажу. Можно перевычислять... Доску видно на камере. Так вот, у вас есть длинная нейросеть. Всем нейросетям нейросеть. ResNet 1001. Вы ставите чекпоинт. Стратегия 1. Когда вы делаете backward здесь, вы пересчитываете все вот это в режиме без, ну, как бы, как в обычном PyTorch, запоминая. И один раз бэквардите. А вариант второй, это если вы считаете сначала вот типа только одну активацию, то есть по одной за раз считаете последнюю активацию, делаете backward, заново перечисляете активацию предыдущую, делаете backward. Вот это квадратично, а вот это не квадратично. Давайте верхнюю рассмотрим. Вот смотрите, вы можете поставить один чекпоинт, можете поставить, там, допустим, 3 чекпоинта. Скажите, пожалуйста, сколько здесь вам нужно памяти? В какую константу раз больше? На что вы вообще тратите память? У вас есть память, число чекпоинтов. Сами чекпоинты хранить. У вас есть n слоев. Давай про время сейчас доберемся. Вот то, что в константу ты, в общем, в нужную сторону сказал. Давайте про память. Есть число чекпоинтов, вы их храните. Храните число чекпоинтов, вот число чекпоинтов. Ну, там, на batch size, на hidden size, на все вот это. А что еще, кроме числа чекпоинтов, нужно хранить в памяти? На что еще должно хватить памяти? Если у вас 2 чекпоинта, вы не только 2 активации храните. Градиенты до этого чекпоинта, когда обратно будут идти. То есть между 2 чекпоинтами нужно хранить все вот эти активации. Ну и как бы потом градиенты. То есть, а сколько вот это, вот между 2 чекпоинтами, сколько там всего? Количество слоев делить на количество чекпоинтов. Да, то есть n поделить на c. И более-менее вы это суммируете. На самом деле вы это суммируете с какими-то коэффициентами, но в Big O Notation у вас что-то вот такое. Скажите, пожалуйста, вот, ну там еще округление вверх, потому что делится на целое. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь способ, как выбрать оптимальное число чекпоинтов по памяти? Квадратный корень от n. Да, более-менее квадратный корень. На практике там не совсем квадратный корень, потому что бывает так, что каждый слой считает там много промежуточных чисел или там какая-то еще неприличная константа, но стратегия такая же. А теперь давайте подумаем про время работы. Давайте подумаем про время работы с чекпоинтами против варианта без чекпоинтов вообще. Чекпоинты считаем вот так, по хорошей стратегии, по верхней. Давайте думать о времени работы в терминах форвардов и бэквардов. Сколько мы считаем бэквардов? Раньше был один бэквард. Ну окей, раньше был один форвард и один бэквард. Сколько сейчас каждый слой делает форвардов и бэквардов? Практически все делают 2 форварда, кроме чекпоинтенных. Окей. То есть давайте даже, чтобы без практически 2 форварда, один форвард в процессе сохранения чекпоинтов, а второй для бэкварда. Ну и теперь, знатоки внимания, второй вопрос. А бэквардов тоже один. То есть независимо от числа чекпоинтов, и это важно, вы делаете дополнительный форвард и столько же бэквардов. И это на самом деле означает, что чекпоинты замедляют работу вашего алгоритма на, ну, типа примерно там процентов 30-40. Ну, потому что форвард, он еще обычно дешевле бэкварда, может быть даже скорее 25-30, если у вас еще и оптимизатор тяжелый. Тоже работает из коробки. Когда использовать вот это, когда Virtual Batch? Можете сами подсказать? Virtual Batch, когда вы аккумулируете батчи. Когда пересылка в память дороже, чем посчитать еще раз. У нас очень быстрая ГПУшка, ей проще пересчитать 2 раза, нежели считывать с нашей памяти еще один батч. Ты сказал правильное утверждение с той лишь поправкой, что это ответ на другой важный вопрос. Смотрите, в том предыдущем сценарии мы каждый раз брали четвертинку батча. То есть в каком-то смысле читали с памяти мы столько же. А здесь мы берем весь батч, но как бы на ГПУшке экономим способ его обработки. Есть ли какие-то проблемы у предыдущего алгоритма, который этот решает? Ну, хотя бы формальные проблемы. Batch-норм, нет проблем с batch-нормом. Да, во-первых, нет проблем с batch-нормом, а во-вторых, нет проблем с batch size 1. Если у вас какая-то очень-очень-очень длинная последовательность, например, которая одна и в которой все от всего зависит в машинном переводе или там в языковых моделях, то вот это вас спасет, а Virtual Batch нет. Тоже стандартная техника, работает. Тут есть еще одна техника, о которой вот кто-то из вас, точно, кажется, ты намекнул, про то, что можно что-то отгружать. Не хранить, не удалять, а с видеокарты сохранить куда-то во внешнюю память.
Об этом еще поговорим, она действительно есть. Но, как правило, на ГПУ, вот как человек заметил, ГПУ часто настолько быстрая, что перевычислить большую часть вещей дешевле, чем передать их на, в общем, на хранение в оперативку. Gradient checkpointing, virtual batch. А теперь начинается самый сложный момент. А что делать, если у нас даже параметры модели не влезают? Ну, если ГПУ все еще одна, это одна номинация. Если ГПУ несколько, это другая номинация. Смотрите. Да, то есть, как бы, если ваша проблема именно в числе параметров, то, ну, вот эти вот все оптимизации, которые мы сейчас сказали, они вам не помогут, вы упадете еще до того, как дойдете до того, что они могут применить. Поэтому нужно как-то играться с самой моделью. Тут есть две номинации. Ну, если у вас одна ГПУ или если у вас много ГПУ. Давайте интуитивно думать об этом так. Вот есть дата-параллелизм, бьем большой батч на части. А есть аналог дата-параллелизма для одной ГПУ. Кто такой? Ну, модуль параллелизма он все-таки не для одной ГПУ, он параллелизм. Что-нибудь для одной ГПУ, что как дата-параллелизм, тоже батч на части бьет. Ну, мы только что видели батч на части аккумулирования. Вот да, вот самый первый алгоритм. Аккумуляция градиентов или виртуальный батч. Тут то же самое. Тут есть, у нас будет алгоритм модуль параллелизм разного рода для многих ГПУ, а потом будет его послойный аналог для одной ГПУ. Начнем со многих ГПУ. У вас есть модель, большая модель, 4 слоя. Ну или 4 блока резнета, или там 4 огромных куска трансформера. И вы хотите эту модель уместить на ГПУ, вот только параметры модели вместе там, с градиентами, с оптимизатором весят, допустим, 30 гигабайт, а на ГПУ у вас 10 гигабайт, а ГПУ 4 штуки. Что же делать? Ну, на картинке нарисовано, мы берем нашу на 4 слоя делим, каждый слой на свою ГПУшку и прокидываем данные градиенты активации между ними. Да, то есть действительно, берем 4 ГПУшки, размещаем по одному блоку на каждой. Это разумная, хотя и не единственная стратегия. Как еще можно поделить слои между ГПУшками? Да. Можно каждый слой по нейронам разделить. До этого еще доползем, когда это лучше, когда хуже. Пока разделяем так. Как выглядит форвард? Загружаем батч на какую ГПУ? У нас на нулевую. Окей. Делаем форвард, запоминаем активации. Что дальше? Пересылаем на Да, пересылаем на вторую, на ГПУ 1, потом на третью, на четвертую, насчитали лосс. Что дальше? В обратную сторону лосс прокидываем. На бэкварде считаем градиенты на третьей ГПУ, ну, на последней ГПУшке, прокидываем градиенты по входу в третью ГПУшку, они же градиенты по выходу из второй. Получаем вот такую цепочку. Смотрите, что получается. Модель теперь можно делать больше. Размер модели увеличился в число ГПУ раз. А вот скорость работы у нас упирается в одну ГПУшку. Почему? Потому что работает только одна в каждый момент времени. А можно как-нибудь, пользуясь тем, что у нас в батче больше одного примера, распараллелить работу такого конвейера. Закидываем по чуть-чуть, передаем дальше. Да. Давайте поделим большой батч на 2 раза по чуть-чуть. Сначала все 2 раза по чуть-чуть, давайте скажем микробатч А и микробатч Б. Сначала оба 2 микробатча живут в оперативке. Первый ход. Я беру микробатч 1, кидаю ее в ГПУ какую? Вариантов нет, в ГПУ 0. Делаю forward pass. ГПУ 0 закончила forward pass. Ваши действия. Кидайте инициативу. Отправить на ГПУ 1. В это время мы на ГПУ 0 отправляем второй мини-батч. Да, то есть вы одновременно тот кусок батча, который вы уже начали отрабатывать, перекидываете на следующую ГПУ, а та ГПУ, которая только что его отработала, получает второй кусочек Б. И это параллельно выглядит примерно так. Вы берете, если здесь 4 кусочка батча, вы берете произвольное количество кусочков батча, обрабатываете их вот в таком конвейерном режиме. Не все ГПУ работают всегда. Вначале простаивают ГПУ ближе к концу, в конце простаивают посередине между форвардом и бэквардом, простаивают, наоборот, первые ГПУшки, когда у вас батч закончился. Да. А теперь знатоки внимания вопрос. Вы хотите обучаться с батч-сайз, допустим, 1000. И у вас 4 видеокарты. На какие кусочки оптимально разбить батч? Вообще Давайте по одному. Ну, как бы да, здесь есть 2 дешевых варианта. Давай я скажу неправильный, на который купились в прошлом году. Шат умнеет.
Можно сказать, что на 4 кусочка. Можно сказать, что совсем по одному, то есть на 1000 кусочков. Какие есть плюсы, минусы 4 кусочка или 1000 кусочков? Ну, Какой плюс у 1000 кусочков? больше плотность, ну, если вот этот рисунок рисовать, у него будет большая плотность. Да. Работает. То есть, смотрите, батч из 1000 кусочков работает так, что только первые 3 итерации из 1000 у нас будут простаивать конец конвейера. И только 3 итерации в конце будет простаивать начало. Видите это? А батч из 4 кусочков, ну вот он на самом деле есть. На картинке изображен. А есть ли какие-то минусы у того, чтобы сделать на GPU батч минимального размера из одного примера? Мы упремся во время передачи. То есть вообще в целом GPU-шка, да и сеть между GPU-шками будет не очень эффективно работать, когда у вас там один пример. Зависит, конечно, от модели. Поэтому, как правило, есть некоторый оптимальный размер батча, который, ну, как правило, типа сильно меньше, чем четверть от полного батча, но не всегда единицы. Иногда бывает чуть побольше, именно чтобы GPU заполнить. То есть такой батч, который заполняет GPU, но при этом как бы вот самый мелкий из возможных. И это называется пайплайн-параллелизм. Но только одна беда. Смотрите, вот это вот что такое заполняет GPU? Вот мы общий батч-сайз выбираем из того соображения, что все промежуточные активации, которые вы храните, все, что вы храните здесь посередине на вот этой GPU, оно должно в нее влезть, потому что вам с форвардом нужно сохранить активации для бэкварда. Есть ли какой-нибудь такой способ, как хранить на этой GPU-шке не все активации по данному микробатчу? Хранить только вход, и все. А потом нам, когда придет backward, мы заново прочитаем к активации. Да, то есть использовать gradient чекпоинты. И, собственно, G-Pipe — это реализация вот такого параллелизма от Гугла в 2018 году с чекпоинтами. Чекпоинты сильно помогают, потому что замедлиться на 30% это не так плохо, как обрабатывать батчи мизерными долями. Парабрампам. Тут чат что-то спрашивает. Скажите, чат, там много... В чате все вопросы, которые были, все отвечены. Отлично. Если вдруг кто-то в чате считает не так, кричите в звук. Этот пайплайн, он работает. Это один способ поделить модель на части. Окей. Смотрите, все равно есть противное свойство. Вот эти вот пузыри, видите, которые, когда часть которой не работает, они так или иначе у вас будут. Может, большие, может, маленькие. Но они будут. Давайте мы сейчас попробуем по приколу вот избавиться от этих пузырей в принципе. Давайте мы попробуем просто вот бесконечно поток данных, как он есть, так его конвейерно и обрабатывать. Ну, казалось бы, это чит, потому что рано или поздно закончится память. Но давайте мы, значит, положим на это, в общем, все свое техническое образование и скажем, что вот мы будем обновлять, то есть мы будем применять градиенты оптимизатором не в самом конце, которого еще не настанет, а после каждого завершенного бэкварда. То есть вот вы здесь посчитали, делаете форвард, да? Потом вы посчитали бэквард, и вы сразу, закончив этот бэквард, обновляете параметры. Аналогично, потом пошел как бы второй, вот сейчас что здесь нарисовано, смотрите, первый форвард GPU1, GPU2, GPU3, GPU4, потом бэквард GPU4, 3, 2, 1. Как только вы это сделали, как только какая-то GPU-шка сделала бэквард, она обновляет веса оптимизатора. Ну, технически так сделать можно, в смысле, торч не сломается. Есть ли идеи, что мы здесь продолбали? Как будто бы странно, что мы какой-то батч пронесли, обновили веса, и там в то же время уже другой батч, и там часть форварда была старыми весами. То есть, когда вы, значит, обновляете, господи, есть у меня мышь, вот здесь вот обновляете первый слой, вы делаете так, что все последующие батчи, которые вы еще не обработали, это батчи 2, 3 и 4, будут считать не совсем правильные градиенты. Почему? Потому что их параметры уже ускакали. И вот есть статья такая Pipe Dream, как вы понимаете по названию ее популярность. Статья, которая говорит, там может пофиг, типа может прокатит. Для каких-то моделей в этой статье прокатило. Через год вышло опровержение от Гены Пихименко, который показал модели, в которых это ухудшает даже предельное качество, не то что скорость сходимости. Но иногда работает. Обычно для свертчик работает неплохо, для трансформеров похуже. То есть там, где Адам, начинаются проблемы, а там, где СГД, ему не так страшно. Это был Pipe Dream, это пайплайн для наркоманов. Вот именно. Теперь давайте попробуем посмотреть на другой способ параллелить модель.
То есть вот как бы до этого был дата-параллелизм, это мы брали всю модель на каждое устройство и били на части данные. Модул-параллелизм мы бьем на части модель. Напомните, как еще можно разбить на части модель, кроме как первый слой на первую ГПУ, второй на вторую. Да, давайте резать нейронки вдоль. Собственно, берем матрицу весов, вот такую большую, жирную, одну сиреневую матрицу весов. И мы можем порезать ее двумя способами. Вариант первый – это вы можете порезать ее по оси выходных нейронов и по оси входных нейронов. Давайте сначала представим, что вы порезали ее по оси выходных нейронов. Скажите, пожалуйста, вот у вас на первой ГПУ лежат все входы, все x. На другой тоже копия, все входы x. Это начальное состояние. Загрузили один и тот же батч. Вы берете, умножаете, примите линейный слой. У первого линейного слоя левая половина всех нейронов, у второго линейного слоя правая половина всех нейронов. Как сделать так, чтобы на каждой ГПУ оказалось то, что было бы, если бы все было локально? Ну, отдать эту вторую половинку своему товарищу. Нужно скопировать вот так вот данные. А если у вас 3 ГПУ, то там будет еще больше стрелочек. Это одна стратегия, как можно распилить матрицу весов. Как еще можно распилить матрицу весов, если не по выходным нейронам? Да. Давайте тогда вы мне скажете, если я пилю по входным нейронам, что мне нужно в начале на каждой ГПУ? У меня есть... Input разделить напополам. Да. То есть у вас будет весь input. Вы на первой ГПУ используете только левую половину, на правой ГПУ используете только правую половину. Просто вырезаете кусок. Ну, если у вас там он был вначале целый, может, у вас сначала был кусок. Загрузили по-умному. И дальше вы из него считаете что? Вы из него считаете как бы все нейроны, но это не совсем правильный ответ. Вы умножаете на матрицу, которая как бы верхняя половина или нижняя половина от полной матрицы. Чего нам не хватает, чтобы посчитать полный ответ? Суммировать их. Просуммировать. А кому отдать результат? Если у вас там потом следующий слой. Нам нужно опять всем одинаково выдать. Есть ли какая-нибудь такая операция, которая берет на входе векторки и на выходе получает сумму этих векторков на каждой видеокарте? Ну, мы проходили ее вот... Да, был такой LReduce. Нам таки пригодится здесь полная сумма, если следующий слой требует полный вектор. Ну и, в общем-то, где-то здесь есть LReduce. Чего? Да, сейчас до этого доберемся. Давай. Да, мы как... Ну, то есть у нас AllReduce работал, когда мы делили примеры батчей. Если у нас просто один вход будет большой. Да, что здесь... Да, вопрос нетривиальный, давай прокомментирую. Смотрите, AllReduce — это понятие из мира вычислений. Ему посрать, кто там градиенты, а кто там в лосс. Раньше мы брали вектор градиентов и применяли к нему AllReduce и получали сумму градиентов. Сейчас вы берете вектор активаций, половинок активаций, не полностью посчитанных, и вызываете тот же самый примитив из мира вычислений. И получаете результат правильный, сумму, собственно, активаций. Ответил на вопрос или запутал? Сейчас сумму ты позываешь прям как сумму, не конкат. У меня есть два способа порезать матрицу. Могу сделать так, чтобы на каждой ГПУ была часть нейронов на выходе, но при этом веса от всех входов. То есть если у меня есть матрица размером input size на output size, то как я разрезаю матрицу вот в этом варианте? Горизонтальной или вертикальной чертой? Вертикальной. Вот это идет на ГПУ 1, вот это идет на ГПУ 2. То есть все входы, часть выходов. Левая часть выходов, правая часть выходов. Левая часть выходов, правая часть выходов. А как еще можно разрезать? Если я разрежу горизонтально, что это будет? Да. Если я разрежу горизонтально, то каждая ГПУ будет из половины входов считать слагаемые для всех выходов. Запутал или ответил? Сейчас. Вот можно такой пример. Положим на вход просто одно длинное предложение. Да? Длинное предложение. Вектор. Да. Окей. Вот мы вход подобьем, разрежем, у нас получится на выходе, один выход, второй выход, да? Тут уже дальше надо суммировать.
Если мы разрежем матрицу весов по горизонтали, то ваш вход будет... вот это самый вход. Вы его действительно можете разрезать. Ваш вход, если вы умножите на матрицу, посчитает вам слагаемый для всех выходов. То есть у вас будут все там, допустим, если у вас всего 1000 нейронов, у вас будет 500 входов на 1000 выходов. Что с ними нужно сделать, чтобы получить полную сумму? Звук перекрытия поля. Извини, а можешь повторить? Может быть, я не так понял вопрос. Сейчас, скорее всего, я понял, спасибо. Там просто реально получится сумма. Просто у нас на вход не столбец, а мы строку как бы подаем. Да. Ну, как бы у кого векторы в голове транспонированы, может быть, у меня, кстати. Вы за себя считаете. Короче, вот это есть. Таким образом, ну вот конкретно вот таким правым образом, изначально обучалась самая первая сверочная нейронка на ImageNet. Вот AlexNet 2013 или 2012 года, это вот оно. Так там полусвязанные слои учились. Но в 2020, кажется, году вот эту идею ее перепаковали, точно такую же, назвали Tensor параллелизм, и теперь она стала в 30 раз круче, потому что о ней заявил, кажется, Microsoft. Короче, в чем здесь идея? Tensor параллелизм называют вот примерно такой же параллелизм. Сейчас устоявшееся название Model параллелизм – это любой параллелизм, который разбивает параметры на части. Можно так, а как еще можно, чтобы не так? Как еще можно бить параметры на части, если не тензор параллельно? По слоям. Или так. И это все модуль параллелизм. Есть пайплайн параллелизм, это такой модуль параллелизм, который строит конвейер из слоев. А есть вот этот ужас. Его называют либо тензор параллелизм, либо классический модуль параллелизм. Как этим всем пользоваться? Ну, первое утверждение. Если ваша модель влезает в ГПУ, как правильно пользоваться модуль параллелизмом? Совершенно верно. Выкидываете его нафиг и используете дата-параллелизм. Если ваша модель состоит, ну, типа, если... Когда вообще можно использовать вот такой внутри слоя параллелизма, когда между слоями? Если у вашей модели очень большие слои, может получиться так, что даже один слой не влезает на ГПУшку. Тогда вам поможет тензор параллелизм. А если влезает, то пайплайн. Кто из них работает быстрее, это тот еще вопрос. Тут есть такой трейд-офф. Если вы делаете тензор параллелизм, вам нужно общаться после каждого слоя. Даже после каждого линейного слоя много раз. А если пайплайн параллелизм, то после вот блока слоев, которые на одной видеокарте. Поэтому, как правило, общение в пайплайн параллелизме более эффективное. Но кое-что есть более эффективное в тензор параллелизме. В нем нету вот этого вот пузыря, нету того, что видеокарты простаивают. Все видеокарты чем-то занимаются. И поэтому, если у вас дофига видеокарт, или если у вас несимметричная модель, если у вас слои разного размера, тензор параллелизм будет работать лучше. Как это использовать? Мы сейчас с вами разгребем несколько фреймворков для того, чтобы это делать. Обычно работает, как бы есть в торче туториал, как сделать пайплайн простой, но это будет не очень эффективно. Есть TorchRPC, которым вы можете написать что-то более продвинутое. Есть конкретные реализации пайплайна, ну, gpipe и Megatron, о которых чуть позже будут, которые, например, Megatron для трансформера. А gpipe тоже для чего угодно, но заточен под определенный вид моделей, сбалансированный. Ну и, наконец, если вам нужен тензор параллелизм, то есть специальные библиотеки сейчас будут, тот же Megatron, а есть модуль, вот эта последняя строчка, это библиотека, которую написали шадовцы, специально для того, чтобы не страдать на подобных на заданиях, которые были в домашке в прошлый раз. Вы ее ставите, оборачиваете ей торчевую модель, и она вам как-то сама параллелит. Может быть, не самым супер-мега-эффективным способом, но автоматически и в тетрадке. Не то чтобы всем рекомендую, но покажу, как она работает. Да нет, пожалуй, даже рекомендую. Если вы не хотите тратить неделю на оптимизацию, то вот это вот для экспериментов отлично. А теперь, внимание, знатоки, вопрос. Вот у вас, допустим, что мы решили? Если модель влезает на ГПУ, дата параллельно, если не влезает, тензор параллельно. А теперь давайте, значит, размечтаемся. Вот у нас есть 1024 ГПУ. Модель на одну ГПУ не влезает, но на 8 ГПУ влезает. Это мы сейчас не про инференс, а про обучение. Про обучение. Модель вместе с обучением на 8 ГПУ влезает. А на 1024, ну, тоже влезает. Как оптимально учить? Model, data, параллел. Да, давайте комбинировать способы параллелизма. Самый тупой вариант. Можем сделать, например, модуль параллелизм. Поскольку ГПУ?
По 8. Например, по 8 ГПУ. А группы по 8 ГПУ между собой образуют дата-параллельный кружок. И есть целые статьи, о которых мы еще поговорим. Вот тот же самый Мегатрон, это вот прям типа супер-мега перепакованный классический модуль параллелизм, который пытается выбрать, значит, оптимальную комбинацию. Например, тензор параллелизм внутри сервера, пайплайн параллелизм из нескольких серверов пока влезает. Как только модель влезла, дата-параллелизм. Про это тоже будет. И вот примерно так пользоваться классическим модуль параллелизмом. Давайте вы подумайте над вопросами, а я пойму, сколько времени у меня еще осталось. Пока что главное вынести следующее. Есть две стратегии. По слоям и по нейронам. А как именно это сделать, сейчас, в общем, короче, будет на семинаре. И перерыв будет чуть-чуть позже, но мы до него доживем. Я вам пока покажу видос. Это сейчас будет мультик, который весь из себя, надеюсь, даже загрузится, который объясняет другой способ параллелизма. Смотрите, мы пытаемся уместить огромную модель на много ГПУ. Что мы сейчас сделали? Мы сейчас сказали, давайте мы для каждого слоя или для каждой группы нейронов в слое выделим навсегда одну видеокарту. Вот эта видеокарта будет за него отвечать. И веса этих слоев всегда будут на этой видеокарте, никуда не съезжают. Именно это как бы характеристика модуля параллелизма. Сейчас будет другой подход, который тоже учит большие модели, но не модуль параллельно. Как вы видите из названия, дата параллельно. Сейчас квест понять, как это работает. Ну, для начала у вас есть огромная модель. Я буду делать паузу, вы не будете задавать вопросы в паузе. Жила-была большая модель. Поскольку, как известно, все нейросети — это трансформеры, других нейросетей не существует, вот это будет большой трансформер. Вот, есть данные, большой батч. И есть какое-то количество видеокарт. Начинаем вот с чего. Большая модель и большой батч, ни тот, ни другой, на видеокарты не влезают. Начинаем вот с чего. Берем свой большой батч, делим его на части, храним на модели. На что похоже? На каждой ГПУшке. Классический дата-параллелизм. А теперь давайте подумаем за модель. То есть вот батч мы разделили, теперь думаю, что делать с моделью. Нельзя так взять просто так и сохранить всю модель на каждой видеокарте. Поэтому мы будем делать такое. Смотрите, мы возьмем всю модель, вот это все, вот даже с учетом сервера, это огромная модель. Давайте распределим модель между видеокартами. Что мы будем делать? Мы распределим веса сначала как попало, а потом будем нужные веса в нужный момент передавать на нужную видеокарту. Сейчас, как раз сейчас и скажу. Как попало, вот считайте, что буквально как попало, там равномерно, допустим, каждый слой понемножку. Или по слоям, не принципиально. Что вообще такое веса, не так, что вообще хранится про модель? Вот если посмотреть на ваш типичный пайплайн обучения больших трансформеров, это обычный Mixed Precision. Когда вы учитесь Mixed Precision, у вас есть FP16 веса, есть FP16 градиенты, рыжие. А теперь вы мне подскажите, а что вот это такое огромное, зеленое, что сильно больше, чем веса и градиенты, что вы про модель храните? Оптимайзер в FP32. Да, это в FP32 оптимайзер, и это еще мастер параметры в FP32. Это веса в FP32 версии, для того, чтобы оптимайзер над ними работал. Собственно, самая большая масса того, что у вас происходит, это FP32 оптимайзер и параметры. Сейчас я их, собственно, точнее, сейчас они вам их покажут. Для Адам это могут быть там FP32 скастованные градиенты, variance, моментум, параметры. Если у вас SGD с моментумом, то variance нет. Большая модель, но большую часть в модели, вот большую часть всего весит вот эта зеленая штука. Но даже, давайте представим худшую ситуацию. Зеленая самая большая, но даже синие FP16 параметры не влезают. Если бы влезали, то можно было бы только их там и хранить, а вот эту вот зеленую часть модели распределить. Давайте теперь посмотрим, как же с этой большой зеленью, как с этим чудищем работать. Что предлагает алгоритм? Пока сейчас скажу, что за алгоритм. Давайте мы каждую видеокарту заассайним за то, чтобы она хранила вертикальный срез вот этих вот всех параметров. То есть сколько-то слоев. То есть берем GPU 0 и говорим, что она будет отвечать за первые 4 слоя. Их FP16 веса, их FP16 градиенты, их FP32 веса градиента статистики оптимизатора. GPU 1 аналогично, типа
первую из, типа, по индексу 1, начиная с нуля, то есть вторую часть, потом третью, потом четвертую. То есть, смотрите, куски данных как в Data Parallel, куски параметров как в чем? О каком именно? Да, похоже на пайплайн. Теперь давайте подумаем над forward пассом, потому что модель мы как-то храним прекрасно, очень дорогое хранилище, но это еще безумно для того, чтобы как-то обучаться. Ну, начинаем вот с чего. Как хотим решить первые слои? А веса первых слоев есть только на самой первой видеокарте, на GPU 0. Ну, вариантов нет, мы их передаем. И делаем forward pass. Каждый GPU по части данных. Как в чем? Дата или модуль параллел? Как дата параллел. Прекрасно. А теперь, знатоки, внимание, вопрос. Вам нужно как-то добиться, сделать так, чтобы вы посчитали форвард на второй группе слоев, на второй четверке. Да, берем GPU 1, так здесь только вторую, которая хранит эти 15 параметры, и передаем на остальные. Причем, заметьте, первый набор параметров удаляется в этот момент. Он здесь пока локально больше не нужен. Он нулевой остается. Ну, может, остается, но если он остается, то он, да, на нулевой важно остается. Теперь берем ту GPU, где хранится вторая группа, раздаем параметры. Главное, чтобы FP32 оставались. Ну, FP32 параметры тут даже не передаются, они только для оптимизатора. Делаем forward pass. Удаляем. Предскажите, что будет дальше. Ну, последние два куска аналогично. Да, последние два куска аналогично. Давайте вы это пронаблюдаете, я заткнусь. Не бойтесь задавать вопросы. Ну, это вы У мне нас там сделаете, вот, интересно. верхняя полоска чередуется из-за того, что мы чекпоинтинг делаем. Вот эта верхняя полоска, ну, считайте, что Да, как да. будто бы да, но это не принципиально. Чекпоинтинг здесь совершенно ортогонален. Ну и последняя ГПушка. Пока последняя ГПушка раздает, давайте подумаем, что вообще дальше идейно делать. Считаем loss и backward. Ну, хорошая новость в том, что кусочек бэкварда мы можем посчитать уже. Какой? Совершенно верно. И ровно это сейчас и произойдет. Вот это backward. Насчитываем градиенты. Но есть одна проблема. Если мы сейчас продолжим считать градиенты, помните, мы говорили, что FP16 параметры ни на одну GPU не влезут, слишком большие. Давайте подумаем, а градиенты, они же такого размера, как параметры, мы их тоже не сможем хранить. Что же делать с градиентами? Соединить сразу для передачи. Да, давайте мы их сразу заурредютим. И после этого у кого они останутся? На четвертый, на третий. Да, на GPU 3, то есть на последний. И можно начать делать бэквард по третьему условию. Да. Можно теперь начать делать бэквард по предпоследнему куску, но есть одна проблема. Никакая GPU, кроме предпоследней, не знает параметры. Что же делать? Раздать. Сейчас раздадим. Ну, это типа удалили мы, значит, ненужные уже параметры и градиенты. Заметьте, на последней GPU остались, там мастер. Теперь раздаем веса. Ну и делаем бэквард дальше. Причем, заметьте, активации удаляем в этот момент. Ну, сейчас, точнее, пока не удаляем, делаем бэквард и потом удалим. Собираем градиенты на GPU 2. И пока этот алгоритм докручивается, там дальше будет то же самое происходить. Раздаем следующую группу параметров, досчитываем бэквард, раздаем, насчитываем градиенты, собираем градиенты там в единственном месте, где его нужно хранить. Пока не начал работать. Пока даже не начал, хотя кое-где он мог бы уже и начать. Кое-где у нас уже есть полные градиенты. GPU 3, GPU 2 уже могут делать Если степ. там какой-нибудь Адам или СГД, они уже могут заранее начать делать степ. Об этом сейчас поговорим. Пока что давайте досмотрим мультик. Он сразу без звука или просто нас не передается? Он без звука. Это такой, как сказать, это мультик, который мы заслужили. Надо такой вжух, короче, там так, хренак, кабум. Поставленный английский женский голос. Да, ну, если хотите это
Можете устроить это конкурс, кто звук добавит. Да. Можно даже сразу 2 ГПТ. Так, собрали градиенты. Да. Давайте мы немножко про этот алгоритм подумаем, потом будет перерыв. Так, удалили градиенты отовсюду, кроме тех мест, где они нужны. И вот теперь-то самое время... Что делать? Это правда. Да, давайте запустим оптимизатор. Причем, смотрите, оптимизаторы можно запускать, ничего не передавая. Каждая ГПУ хранит нужный кусок градиентов, параметров и статистик оптимизатора. И он в него влезает. Да. Все. Здесь самое главное что? Что каждая ГПУ хранит одну n-ную от нагрузки на оптимизатор, в отличие от дата-параллелизма. Давайте сейчас поговорим о том, что здесь можно починить, а потом потом перерыв, во-первых. Что здесь можно починить? Ну, окей, оно работает, это уже неплохо. Давайте вопрос номер раз. Смотрите, вот у вас есть такой алгоритм, у него есть такая проблема, что, представьте, что ГПУ не 4, а 400. Тогда вам нужно с одной ГПУ раздавать веса на 400 других ГПУ. Может, там топологию сделать? Можно, и вот в эту сторону я вам сейчас расскажу некоторую прохладную историю. В реальной имплементации происходит не так, что какая-то ГПУ отвечает за все 4 слоя, а первая ГПУ отвечает за первую четверть от 4 слоев и первую четверть от вторых 4 слоев. То есть как бы каждая ГПУ отвечает за кусочек слоя. И тогда, когда вы раздаете параметры и собираете градиенты, вы это можете сделать быстро. У вас как бы каждая ГПУ параллельно раздает свой кусочек. Как бы похоже, если раньше параметры лежали как в пайплайн параллелизме, то сейчас на что похоже? Ну, сейчас все еще это, а то, что я предлагаю, на что похоже? Да, то есть параметры внутри слоя разделены на кусочки, кусочки разбиты по ГПУшкам. Ну и так просто быстрее раздавать. И градиенты аналогично потом собираются. Почему так быстрее раздавать? Потому что раньше одной ГПУ нужно раздать всем, а сейчас у вас ГПУшки в параллель раздают. Одна ГПУ может раздать всем быстрее, чем за OATN. А мультикаста нет в этом мире? Ну, мир разный, это вообще квадратики. В квадратиках мультикаста нету. Но как бы даже на там NVLink, NVSwitch этих бейсбордах там нет возможности параллельно орать всем во всех. И это был алгоритм Zero. Zero Redundancy Optimizer. Если что, это не рекурсивная аббревиатура, первая Zero означает 0. Почему Zero Redundancy? Утверждается, что раньше была избыточность. Оптимизатор применялся, ну, реплицировался на каждой ГПУ типа несколько раз. Одни и те же вычисления повторялись. А он, значит, короче, не повторяется. Значит, нет redundancy, все красиво. Давайте, если у вас есть какие-то вопросы, то смело спрашивайте. Сейчас типа раунд 5 минут вопросов. О, не 5 минут, давайте даже минуту вопросов. А потом перерыв. Ялм в том числе с помощью этой штуки. С помощью технологии, которая DeepSpeed, которая умеет в это еще много чего. Это даже не секрет, об этом что-то писали. Здесь нужно больше карт, чем для чистого пайплайн параллелизма, потому что нужно еще иметь запас по памяти, чтобы раскачивать дополнительные... Ну, больше, меньше. Вот против пайплайн параллелизма действительно есть отличия. Что здесь важно понимать? В пайплайн параллелизме или в этом очень похоже то, как лежат параметры и как лежат градиенты. Но есть одна беда. Отличается то, что вы передаете. Что вы передаете здесь? Параметры, ну, веса и градиенты по весам. А что вы передаете в пайплайн параллелизме? Да, именно данные. То есть, если у вас огромный батч, то вот это лучше. А если у вас батч маленький, но огромная модель, то пайплайн параллелизм. В смысле, пайплайн параллелизм лучше, это хуже. Как это для картинок? Это, честно говоря, это для жердяев. В смысле, что как бы эта штука, чем она круче, чем пайплайн параллелизм? Тем, что ей не нужно думать о модели. Если у вас там неравномерные слои, или если там на каждой ГПУшке разная длина последовательности. Вот эта штука, она работает более-менее из коробки, и там не надо думать. А модуль параллелизм, он обычно, он как бы в случае, когда у тебя большая модель и много данных все равно не влезает, вот там ты можешь оптимизировать. Как это потом сочетается, что выбирать, еще успеем поговорить. А пока давайте устроим перерыв до... Ну хотите, досматривайте. Но там дальше просто говорится, как оптимизатор оптимизирует.
Финал немножко предсказуем, или я заспойлерил? Вот, смотрите, оптимизатор. Блин, уже не так весело, потому что спойлер. Ну ладно, ожидаем. А сиквел будет? А сиквел будет, но после перерыва. И на словах. Такой, знаешь, манга-версия продолжения аниме. Давайте устроим перерыв до в точности скольки? До 19:05. Так, жил-был Zero, дата параллельный, жил-был всякие пайплайны и тензор параллельные алгоритмы, жили себе припевающие. Какой из них выбирать, вы, наверное, уже смутно начинаете понимать, зависит от того, какой у вас размер батча. Пока что вот есть эти алгоритмы, и они все живут в номинации, когда есть много-много маленьких карточек. Теперь давайте аккуратно подумаем, что есть у вас одна карточка. У вас была какая-то мысль, возможно, даже у тебя. Можете повторить? Одна карточка, большая модель. Ваши действия. Не знаю, это было по слоям, а промежуточно сохранить на диск. Да, можно сохранять на диск или хотя бы в оперативку. Слои. Почему это сейчас имеет смысл, а с чекпоинтингом имел меньше смысла? Потому что если активации можно быстро пересчитать, чего у меня со слайдом, господи, если активации можно быстро пересчитать, то вот веса, если вы их продолбаете, пересчитать не получится. Их нужно будет переобучать. И есть целых два алгоритма, которые по-разному выгружают чего-то. Автоматически считается по умолчанию, что они выгружают в оперативку, потому что даже с оперативкой это работает пипец как медленно. На SSD теоретически можно выгружать, но про это поговорим чуть позже. Так что в оперативку медленнее, чем в SSD? В оперативку быстрее, чем в SSD. В SSD настолько медленно, что даже не начинают думать. Ну, начинают думать, но очень аккуратно. Значит, статья 1, L2L, 20 год. Что говорят? Берут слои, загружают слой, делают форвард, загружают следующий слой, делают форвард. То есть как будто бы DeepSpeed, Zero, вот то, что до этого говорили, только вместо передачи слоя от другой видеокарты, откуда мы берем слой? Из оперативки. Все верно. Давайте здесь подумаем о том, как это ускорить. Смотрите, представьте себе, что у вас вот так идеально совпало, что на вашем текущем размере батча вы тратите ровно половину времени на то, чтобы загрузить слой, половину на то, чтобы его применить, и дальше на следующей итерации опять половину вы загрузите следующий слой. Можно ли это как-то ускорить, если память еще чуть-чуть есть? Ваше мнение. Одновременно загружать и вычислять, удаляя то, что мы уже вычислили. Да, то есть, смотрите, загрузили первый слой, посчитали. Пока считаем первый слой, что можно полезного сделать? Загрузить второй. Да. И далее до победного конца. В памяти сколько слоев? Не более чем 2. По скорости либо это упирается в... Короче, если у вас достаточно большой батч, это упирается в вычисление и работает так же, как, собственно, честный Data Parallel, точнее, как честное обучение на одной ГПУ. Как правило, это упирается не в вычисление, а в загрузку. Все-таки больше времени занимает подгрузка слоя. И, ну, там, для каких-нибудь типичных, если вы оптимизируете, сделаете большой батч достаточно, чтобы как бы на один загруженный слой вы достаточно много полезной работы делали, то вы можете таким образом, значит, все из себя ускориться. Ну, типа, если достаточно все хорошо соптимизировать, как правило, для трансформеров получается что-то типа там, ну, примерно 30-50% оверхеда. Тут написано 20, но я был оптимистом в прошлом году. Тоже из коробки работает, потом покажу. Как правило, лучше всего работает с большими батчами. То есть по времени работы лучше всего работает, если у вас батч достаточно большой, чтобы на одну загрузку слоя можно было делать много работы. Влезает, ну, у них есть какие-то, в изначальной статье они хвастаются, они вмещают почти вот столько же параметров, сколько памяти на видеокарте пополам. Как вы думаете, почему пополам? Загружать. Ага. Загружать, пока считается первый. Да, но на самом деле они в этом режиме отключают загрузку, чтобы как можно больше вместить. И это из FP16. Но гипотеза неплохая. И второе, что про этот метод важно понимать, вот эта загрузка по одному. Она хорошо работает, если у вас большой батч. Как вы думаете, как хорошо она будет работать, если вы генерите предложение, скажем, авторегрессионный GPT-3? Очень плохо, мы же по слову генерируем. Очень плохо, потому что вы подгружаете слой и обрабатываете им один токен. Поэтому есть границы применимости. И есть другая статья про оффлодинг. Она менее радикальная.
Это про обучение. А про обучение с оффлоудингом, если у вас FP16 веса все еще хоть как-то влезают, и чуть место под активацией остается, а градиенты оптимизатора, что-либо FP32 уже не влезает. Называется Zero Float, реализовано в DeepSpeed по умолчанию. Что происходит? Мы храним FP16 веса на видеокарте, а все остальное в оперативке. Когда вы считаете forward pass, вы ничего не подгружаете, все есть. Когда считаете backward pass, как только вы насчитали часть градиентов, вы тут же спихиваете в оперативку. И такой алгоритм, он дает чуть менее страшный оверхед для обучения. То есть для файн-тюна, если вы на коллабе хотите нафайн-тюнить, если вы в коллабе хотите нафайн-тюнить большую модель, то сосите лапу, потому что в коллабе оперативки тоже мало. Вот если вы на кластере шада хотите зафайн-тюнить большую модель, то у вас уже получится. Ну или там у себя дома. Парам-пам-пам. Это про флодинг. Они у себя в статье о флодинге рассматривают много разных хаков. Ну, например, есть такая проблема. Оптимизатор, значит, работает с задержкой. Оптимизатор работает долго на CPU. Поэтому давайте мы либо попробуем, одна статья от Тима, оптимизатор кусочками прокидывать на GPU и применять, когда градиенты посчитали. Вторая статья, собственно, Zero, давайте делать оптимизатор асинхронно и терпеть один шаг stillness. Статья. В смысле, конец статьи. Это был оффлоудинг. Есть оффлоудинг в оперативку, и он упирается в скорость общения между GPU и оперативкой. Эта скорость — это шина PCIe, по которой ваша GPU подключена к оперативке. Для Gen 3 это не более 16 гигабайт в секунду, для Gen 4 не более, о боже мой, 32 гигабайт в секунду, ну, 31,5. На самом деле, как минимум в 2 раза меньше, может быть, еще хуже. Потому что, сами знаете, где там теоретическая проходимость, а где у вас еще параллельно вы хотите батчи подгружать, параллельно всем этим пользоваться. А как так получается, что сетевухи передают больше данных, чем внутри одной материнки данные? Ну, между процессором. Как получилось, что между ГПУхами или между чем? Ну, между КПУ и оперативкой скорость, там, ты сказал, 16 гигов, когда Да. вот мы на сервер ставим сетевухи в 25 гигабайт в секунду. Гигабит, скорее всего. Да, гигабит, ладно. Как правило, сетевые карты упираются в скорость такую же, как скорость общения с оперативкой, в смысле в шину PCIe. Реальная скорость с оперативкой будет меньше, реальная скорость с ГПУшками тоже меньше. Если у вас ГПУ на одной плате, в смысле в одну материнку воткнуты, и между ними есть специальные переходники или специальная дочеринская плата, слово не выдуманное, но прям есть daughter board, то можно быстрее между ГПУ на одном сервере. Но тем не менее, короче, здесь вы так или иначе будете, скорее всего, общаться с оперативкой, и все это не работает, вам нужно упираться в общение с оперативкой. Работает неплохо для файн-тюна, для инференса неприменимо. И, собственно, как я уже говорил, они здесь мирятся с тем, что у них есть задержка в полшага на апдейт параметров, но это... Короче, там можно играть на том, что вы сначала делаете апдейт тех параметров, которые вам самыми первыми нужны, и так стелнес уменьшаете, тем не менее стелнес там какой-то есть. Это был DeepSpeed, смотрите, как они показывают. L2L — это первая статья, которая целые блоки выгружает с параметрами. Zero Float здесь параметры не выгружает, работает сильно быстрее, но... Здесь, короче, где нет значений, там, да, действительно просто не влезло. И как бы по сравнению с сотовыми методами это таки медленнее. То есть как бы можно вместить большую модель. Тут немного булшит, что Zero Float бьет L2L, потому что они, короче... О, господи, это Microsoft и графики. L2L позволяет вместить еще большую модель, если у вас хватает оперативки. Потому что там вам не нужно хранить FP16 параметры. Все целиком для всех слоев стран на одной ГПУ. То есть L2L это вы по одному слою за раз загружаете, а Zero Float это у вас такие FP16 параметры хранятся. Это, короче, если отречься от булшита, Zero работает с разумной скоростью из коробки в DeepSpeed, но при этом есть ограничения на максимальный размер модели. L2L — это в Zero есть такая опция, то есть вот в DeepSpeed, в библиотеке, которая реализует вот это, есть опция отгружать целые параметры. Оно позволяет вместить еще больше ценой того, что вам нужно либо собирать огромный батч, либо неистово ждать. Это был оффлоудинг. Вопросы по оффлоудингу? Давайте я вам скажу утверждение, вы пока подумайте над вопросами. Берешь Microsoft, говоришь, надо, чтобы было 70. Это булшит, они как попало сравнивают, 70 миллиардов параметров, это как бы
Типа, ну, короче, это еще в большую ГПУ влезает. Это тензор параллельно на несколько ГПУ. Это видите, 16 ГПУ. Это булшит, ребят. Не верьте правому графику. Извините, я его зря скопировал. Правый график — это... Ну, короче, я сейчас еще понабросаю на DeepSpeed, но пока что... И вопрос, почему не больше? То есть 16 оно влезет и те 176 миллиардов? Они там с активациями намудрили. Короче, в реальном мире вы можете уместить... Вот как бы берем размер ГПУ, платим налог 30% на активации с чекпоинтами, делим на 2, потому что флоу 16, и так работает Zero Float. Потом покажу на, собственно, ну, в последующем занятии будет. Итого, смотрите, есть библиотека DeepSpeed, которая реализует у себя алгоритм Zero. Zero — это вот эта вот история с разбиением параметров и оптимизатора по кускам на видеокартах. Это дата параллел или модуль параллел? Можешь повторить, пожалуйста? Zero от DeepSpeed — это дата параллел или модуль параллел? Это. Ну, это дата параллел по какому критерию? У вас каждая видеокарта обрабатывает кусочек данных для всей модели. А вот и то, там как бы хранятся данные как будто в модуль параллел, но они передаются. Поэтому де-факто это дата параллел. То есть, несмотря на то, что мы режем модель... Да. Это считается как бы дата параллел. Про ценность этого знания, что это именно дата параллел, я вам потом еще критически скажу. Так вот, есть DeepSpeed Zero. Он умеет делать Zero, он умеет делать пайплайн параллелизм, он умеет, точнее, вы умеете поверх него еще сами написать тензор параллелизм, и получится полный комплект. Он умеет делать оффлоудинг. Тоже конфигурацию к оффлоудингу пишете, все работает. Что он не умеет? Он не умеет ставиться pip-install на любую машину, он требует некоторых колдунств, чтобы он прям совсем хорошо завелся. Нужно, там есть компилируемые куски под GPU. Короче, нужно немножко повоевать. Если вы не хотите воевать с DeepSpeed, есть такая штука. PyTorch, Fully Sharded Data Parallel. Это библиотека, это кусок PyTorch, который весь из себя... ну, в общем, просто типа PyTorch FSDP, Fully Sharded Data Parallel, который реализует только Zero и больше ничего. Чуть помедленнее DeepSpeed, но реализует. Когда такое использовать? Ну, если вы решили модуль параллелизм или это, вот вы либо решаете делать модуль параллелизм, и вам все это нафиг не нужно, либо вы делаете такой Sharded Data параллелизм или оффлоудинг и используете DeepSpeed. Есть еще одна прикольная история. Это вот эти вот все алгоритмы Sharded Data Model, короче, в комбинации всех этих алгоритмов для инференса. Я про инференс уже немножко заикался. Инференс от обучения отличается чем? Как правило, в обучении вы берете большой батч и делаете много вычислений параллельно. А в инференсе, ну, инференсу рознь, если вы делаете инференс с большими батчами, фреймворки из обучения работают неплохо. Но если вы делаете инференс, скажем, авторегрессионный по одному токену за раз, именно генерируете текст, то у вас батч-сайз очень маленький, 1 токен, и вам нужно оптимизироваться под этот самый инференс. В DeepSpeed есть специальный подмодуль, который делает крутой инференс, оптимизируя под то, что у вас там пример либо один, либо их очень мало. Кому интересно, стучитесь. Наброшу немножко на DeepSpeed. Есть крутая статья, которая предлагает классные методы. Есть крутая библиотека, которая делает быстрый инференс. Библиотека делает не те алгоритмы, которые в статье. Те алгоритмы, которые в статье под названием DeepSpeed Inference, в DeepSpeed уже полгода как не выложены, и они не говорят, когда выложат. То, что они сделали у себя в коде, это сильно проще, чем в статье. Я не знаю почему. Но они уже на второе письмо мое не ответили, поэтому я скажу это вслух. Но из хороших новостей, что даже тот DeepSpeed, который есть, он существенно ускоряет инференс, в основном за счет инженерных оптимизаций. Там можно подобрать Zero, не Zero, Tensor Parallel, не Tensor Parallel, и будет работать. Итого, хотите делать Zero, не хотите тянуть за собой, хотите быстро поэкспериментировать, PyTorch, Fully Sharded Data Parallel. Хотите выжить последние проценты скорости, идите ставьте DeepSpeed. Хотите оффлоудинг, идите ставьте DeepSpeed. Хотите, в общем, если вот про Fairscale прям не смотрите, DeepSpeed или PyTorch. PyTorch удобный, DeepSpeed быстрый. С небольшим уточнением. И там есть много всяких опций. Есть, например, такой вариант. Представьте себе, что у вас FP16 параметры, помните Zero? Алгоритм, где параметры передавались с видеокарт. Есть несколько разных версий, как этот алгоритм можно модифицировать. Ну, во-первых, можно хранить все FP16 параметры на каждой видеокарте, если влезают.
Это будет быстрее. Почему? Мы не передаем каждый раз параметры. Не нужно ждать передачу параметров. Градиенты все еще нужно. А можно параметры так передавать. Вот в DeepSpeed есть несколько версий Zero. Zero 1 — это когда параметры и градиенты не передаются, а хранятся, а потом в самом конце reduce. Zero 2 — это параметры хранятся, градиенты не хранятся. А Zero 3 — это уже когда все разделено на части, как вот было на слайдике. Много всякой хрени, скорее всего, к моменту, как вы до этого доберетесь, придумают еще 30. Поэтому не беспокойтесь. Теперь как бы коротко о... То есть вот сейчас были общие алгоритмы для обучения больших моделей произвольной архитектуры. Можно трансформер, можно ResNet. Можно энкодер-декодер трансформера, можно авторегрессионный. Одинаково будет работать. Есть обратное течение, менее популярное, но существующее. Давайте мы подумаем, а можно ли модель так соптимизировать, чтобы ее было удачно, удобно, распределенно обучить и применять. Это целое течение, там много моделей. Общее их название — это смесь экспертов. Смысл такой. Давайте мы вместо того, чтобы, значит, делать так, чтобы каждый слой применялся на каждом примере, давайте мы в своей нейронке выберем такие куски, где для каждого примера будет выбираться один на выбор из, там, допустим, 100 слоев. И будем применять только его. То есть можно смотреть на это так. Смесь экспертов — это когда у вас есть вход. Где мой вход? Вы по этому входу определяете, какой из параллельных слоев мне применить. Ну, например, вот второй и предпоследний. Только их применяете, и потом, ну, так бы софтмаксом вы их выбрали, только их применяете и даете на следующий слой сумму только этих двух слоев. А это не Switch трансформер, или это раньше было придумано? Это было придумано давно. У этой идеи есть вариации. Собственно, GLAM от Гугла — это огромное вот это. Switch Transformer — это та же самая идея, но вместо того, чтобы выбирать, допустим, топ-2 экспертов и обучаться между ними менять веса, то есть вот эта вот выбиралка, она обучается end-to-end. В свитче выбиралка выбирает только одного и учится там некоторым алгоритмам, который стохастически приводит ее к нужному распределению. В чем смысл таких моделей? Ну, первое уточнение. Как вы думаете, если выровнять количество параметров, вот есть Moe, ну, смесь экспертов, у которой, допустим, 1 миллиард параметров, и трансформер, у которого 1 миллиард параметров. Просто вот, а трансформер как GPT-2. Кто из них как бы будет, например, дороже по вычислениям? Почему? Потому что все параметры задействуются. Да. В трансформере на данном входе работают все параметры. Здесь только подмножество. Второе утверждение, что такие модели удобно параллелить. Как вы думаете, как их можно параллелить? Да. Если у вас есть много ГПУ по числу экспертов, ну, если число, и вы можете побить на каждую ГПУ либо по одному эксперту, либо по несколько экспертов, и если ваша модель сбалансирована, что разные эксперты получают примерно одинаковое количество входов, то, ужас, вы можете обучаться, как? Вы считаете нужных экспертов, потом передаете данные на ту ГПУ, где эксперты хранятся. Это Google очень любит, особенно Ноам Шазир и его группа очень любят делать, потому что, ну, как бы, есть хорошие аргументы, почему это дешевле, но код это сильно усложняет. То есть всякие там, к тому моменту, как учили GPT-3 или вот там всякие Bloom, OPT, Галактику, вот это все, оно уже было придумано. Но, тем не менее, почему-то это не мейнстрим. Почему? Потому что для того, чтобы добиться того же самого качества, здесь, как правило, нужно сильно больше параметров. В мире есть, вот есть, например, OPT, это 175 миллиардов параметров плотный трансформер. В мире есть большие смеси экспертов. Например, есть Switch, кажется, C или Switch XXL, короче, есть Switch трансформер, выложенный в открытый доступ, у которого 1,6 триллиона параметров. Как вы думаете, почему у него меньше скачиваний? Ну, скачать весь 1,6 триллионов, Да. это надо запариться. То есть никто его еще не успел скачать. Ну, это неправда, конечно, но это достаточно сложный в обращении модель. Но, тем не менее, они существуют, и, возможно, когда-нибудь они победят. Возможно, то есть типа слухи из Силиконовой долины, бла-бла. Я правильно Шазир нашептал. Что за Давай. экспертами могут быть следующие эксперты? Ну, то есть это многослойная вещь может быть. Да, как правило, это работает так. Берется какое-то количество, например, attention, как у обычного трансформера, а потом FFN смесь экспертов. А потом опять слои, как в обычном трансформере, через сколько-то слоев опять смесь экспертов. Но при этом смесь экспертов хранит в себя там типа 90% всех параметров. Ответил или запутал? Ответил. Спасибо. Отлично.
там есть много разных алгоритмов. Общий смысл такой. Смотрите, если зафиксировать количество вычислений, вот сколько на форвард можно тратить, то одна и та же модель при увеличении количества экспертов сильно улучшается по качеству. Но при этом у нее растет размер. И как бы в среднем, так, с натяжечкой, как бы экспертные модели, они немножко хуже, чем трансформер с одним и тем же числом параметров, но лучше, чем трансформер с тем же числом вычислений. Что вам важнее, что из этого использовать? Хороший вопрос. Пока что мейнстримом считаются плотные модели, то есть как обычные трансформеры. Но Google прям не утихает, и, может быть, когда-нибудь мы перейдем в смеси экспертов. Смеси экспертов отлично параллелятся. А теперь, собственно, знатоки, внимание... По смеси экспертов есть еще вопросы? Что если использовать всех экспертов, чтобы проверить модель? В смысле как? То есть не выбирать их, но обучить большие обособленные блоки, которые бы достаточно долго считались на отдельных картах, и потом бы собирали их результаты. Что если построить модель так, чтобы в ней были обособленные блоки, которые все всегда считаются, но на отдельных видеокартах, Да. и потом собираешь результаты? Получится тензор-параллелизм. Ну, окей, возможно, у этого есть другое видение, возможно, есть другие архитектуры, которые по-другому блоки строят, но пока похоже. Так, смотрите, там есть много разного. Область богатая. Если вы забыли слово «смесь экспертов», вот только как я переключил слайд, я вас не виню. Там писец. Потому что, ну вот где-то как бы, типа, есть такая головная боль инженера, что, значит, и так, есть разные архитектуры, есть, короче, свертки, есть трансформеры. Есть трансформеры большие, а есть маленькие, научатся на больших данных. Есть плотные трансформеры, а есть смеси экспертов. А еще есть разные способы их параллелить. Есть FairScale, а есть DeepSpeed. У DeepSpeed есть offload, а есть pipeline, а есть Zero. Собственно, а еще есть торчевые FSDP. У смеси экспертов есть свой способ параллелиться, который как раз экспертно параллелится. Короче, там зоопарк. Чего из этого выбрать? Ну, типа, до 2020 года это работало так. Выбирайте то, что... Ну, какие-то до 21-го это работало так, что вы имеете какие-то свои любимые алгоритмы, и если они работают не очень плохо, то вы с этим живете. Сейчас есть некоторое такое движение. Некоторая штука, которая началась уже типа 5 лет назад, которая пытается привести все эти алгоритмы к некоторому единому знаменателю. Сначала теоретически, но потом оказалось, что из этого можно сделать что-то полезное. Некоторые единые описания, в которые попадет и тензор, и дата, и zero, и pipeline, и все эти параллелизмы. И начинается она более-менее с того, что давайте, вот смотрите, вот есть дата параллелизм, модуль параллелизм, подвиды есть. Давайте мы забьем на это. Вот есть как бы там, что-то там ML-щики сказали, что у них вот тут дата, вот тут модуль. Нам пофиг. Для видеокарты и то, и другое это computation graph. Какие-то умножения матриц это forward, какие-то backward. Какие-то данные это активации, какие-то градиенты, какие-то параметры. Пофиг. Это все данные, это тензора. Вот этот новый вид, он уважает только два вида параллелизма. Параллелизм внутри одной операции, внутри одного матричного умножения, когда разные видеокарты делают кусочки одной и той же операции. И как вы думаете, какой второй? Интраоп. Что такое? Когда разные карточки делают разные операции. Да. Когда разные карточки параллельно делают куски разных операций. Ну или там целые разные операции. Давайте об этом подумаем. Начнем. Ну, типа, есть дата, модуль, параллелизм. Чем он отличается, это уже 30 раз проходили. Это типа слайд из... Это благородно украден из ссылки выше. Мы будем думать так. Смотрите. Есть forward, есть backward, есть update. Мы их все представим в виде вычислительных графов. Для начала давайте рассмотрим граф от форварда. Ну или там только от бэкварда, какой-нибудь один. Вот это кажется backward. Это граф от бэкварда. Давайте забьем, что он от бэкварда. Вот этот sub — это, например, какая-то операция с параметрами. А matmul — это часть вычисления. Короче, это все операции, которые имеют смысл для ML-щика, но нам на них наплевать. Для нас пока важно только то, что эти операции, они имеют ну, как бы разные оси параллелизма внутри операции. Например, релу можно посчитать по кусочкам на одной видеокарте и на другой. Они имеют разные зависимости. Какие-то операции можно считать параллельно, какие-то нет. Ну и они имеют разный размер входов-выходов, если передавать между видеокартами. У вас есть такой граф, и есть кластер с видеокартами.
Некоторые видеокарты между собой могут общаться быстрее в подгруппах. Как вы думаете, почему? Потому что они на одном физическом сервере. Или, например, в одной стойке. Какие-то медленнее. И вот мы чем занимаемся? Мы пытаемся сейчас с вами решить задачу такую. У нас есть два вида параллелизма. Давайте мы пытаемся оптимально разбить вот этот граф, применяя разные виды параллелизма, по этому кластеру. Давайте сначала обозначим, какие у нас есть варианты. Вот один граф, это forward. Тоже можете думать, X это какие-то батч, V это веса, матмул это полносвязанный слой, релу, второй полносвязанный слой, потом, короче, MSE. Давайте думать об этом вот как о таких операциях. Каждая эти операции, их можно разбить. Первая стратегия, как можно разбить. Давайте X, V1 заматмулим на одной видеокарте, на синей, у нас две видеокарты. Потом передадим выход на вторую, посчитаем там релу матмул и сделаем из этого MSE. Что это такое? Это пайплайн, причем пока может быть наивный. Вторая стратегия. Берем, третья стратегия. Берем веса, режем их на две части. Считаем половину выходов на одной части, половину на другой, потом конкатинируем, передаем дальше. Или даже, может быть, считаем релу еще до конкатинации, передаем дальше, делаем следующий матмул. Это тензор, ну, когда мы... Это тензор-параллелизм. Четвертая стратегия – это другой тензор-параллелизм. А вторая на что похожа? Вторая – это когда мы кусочки моделей передавали между КПУшками. Да. Это выглядит как кусочек одного большого зиру или одного большого офлодинга, если девайс 1 – это оперативка, или одного большого параметра сервера. То есть, смотрите, все вот эти стратегии, которые мы сейчас с вами придумали, их можно выразить так. Какие-то операции параллелям внутри операции, какие-то операции осадим на разные видеокарты. Ну и это можно по-разному сочетать. То есть, например, можно сделать тензор-параллелизм, вот любимый вариант оптимизации. Можно первый полносвязанный слой. Имеем все иксы, считаем на выходе кусочки ответов, делаем релу для каждого кусочка независимо, и потом эти кусочки, как вы думаете, какой способ параллелизма лучше для второй матрицы, если у нас на входе разные кусочки? Там был второй вариант тензор-параллелизма, помните, который на вход ожидает кусочки, на выходе всю матрицу. То есть можем это по-разному комбинировать. К этому еще вернемся, пока что верно следующее. Все вот эти пайплайны, философия того, что мы сейчас будем разбирать, говорит следующее. Все эти тензор, пайплайн, дата, модул – это от лукавого. Короче, есть только операции, бывает внутри операции, бывает между операциями. Ну и дальше возникает вопрос, как же лучше параллелить. Ну типа, например, если вы общаетесь внутри одной операции, то вы, короче, сейчас что-нибудь скажу, интер – это между операциями. Если вы общаетесь между целыми операциями, всю операцию считаете на видеокарте, передаете на следующую, то все операции внутри вы делаете локально и только потом коммуницируете, у вас меньше общения. Если вы на каждую операцию режете матрицу или там режете пополам тензор, потом конкатинируете, у вас больше общения. Наоборот, если у вас целые операции на разных видеокартах, у вас может быть дисбаланс операций. Какие-то ГПУ будут простаивать. Если у вас все разрезается зеркально, то простаивать, скорее всего, не будет. Есть разные трейд-оффы. Иногда важнее одно, иногда другое. Тут возникает вопрос. Уважаемые дата-сатанисты, у нас есть множество стратегий, как ускорить модель. Есть понимание, как эти стратегии влияют на время работы. Как же нам их оптимально выбрать? Как же нам оптимально понять, как скомбинировать эти стратегии для данного конкретного кластера? Grid Search – это неплохая стратегия, но у нее есть комбинаторный взрыв возможных приборов. Можно ли умнее, чем Grid Search? Можно построить график вычислений и по нему как-то посмотреть, что будет оптимально в данный момент, настроив весами, графами. Первый подход. Выписываем пространство, как можно менять граф, и оптимизируем его. О, там чат. Bias, гиперопт, оптуна, RL. Можно сделать симулятор, который рассчитывает время выполнения. Да, и его оптимизировать. Подход первый. Его сказал IS и Руслан. RL. Давайте дадим агенту менять графные эквивалентные, менять ассайнменты. Задавать ассайнменты для модели, как ему захочется, в пределах того, что всегда получается эквивалентно. То есть действия агента ограничены так, что на выходе получится то же самое вычисление, просто быстрее или медленнее. Как вы думаете, какой у него реворд? Тут написано. Реворд – это как быстро у него получилось посчитать. С констрейнтом, что если у него модель не влезла, то он не прав. Такое действие нельзя совершать.
Ну и, короче, как-то оптимизируют. В 2019 году что-то получалось. Очень красиво, совершенно бесполезно для инженера. В смысле, что это типа, это как бы вы раньше молились на фреймворке, теперь вы молитесь на RL. Второй подход оптимизационный. Давайте мы выпишем формальную модель того, что оптимизируем, и будем ее тюнить не хипероптом и не байесом, как тут в чате предложили, хотя мысли не бесполезны, такие статьи тоже были, а будем явно выписывать стоимость вычислений и пытаться решать конкретную оптимизационную задачу. То есть, пример. Что? Ну, или пользоваться теми, кто заботал. Так вот, второй подход. Там местами будет получаться линейное программирование, местами mixed integer программирование, местами выбрать просто из вариантов. Есть подходы, которые оптимизируют, у них что-то получается. Пара-барам-пам. Я даже прошу вот сейчас в это сильно не вникать, потому что мы все равно не успеем. Важно следующее, что если вы знаете модель, типа вы можете выразить сложность вычислений данного разбиения с какими-то гиперпараметрами, типа куда мы заасsigним каждое вычисление, то вы можете его оптимизировать. Может так, а может и генетикой. Зачем это все, если можно спросить чат ГПТ? Спросить чат ГПТ честно интересно. Статьи были до чат ГПТ. В принципе, использовать другие оптимизаторы тоже можно. Хотя я не уверен, что это в трендсете было. Сейчас, давайте дайте я сначала договорю, а потом вопрос. Есть вот это все, и где-то год до 21-го это было, окей, до 22-го это было, короче, чем-то достаточно фринжовым. То есть этим занимались такие типа хипари от мира, которые любят формальные доказательства там, где у людей видеокарты жужжат. И доминировал подход, который брал просто конкретную модель, например, Мегатрон, и под нее вручную подбирал оптимальный тензор-параллелизм. Например, если вы смотрите полносвязанный слой ReLU, полносвязанный слой можно более оптимально по тензор-параллелить. Оптимальный конфиг дата пайплайн параллелизма, если он там есть. И все это работало. Но вот тут внезапно случилась удачная практическая статья. Статью называется Альпа. Она что делает? Она это optimization-based подход. То есть она выписывает эти линейные программы и mixed integer программы. И она вместо того, чтобы оптимизировать все возможные комбинации параллелизмов, она это разбивает отдельно на две подзадачи иерархические. Это между операциями и внутри операции. И получается не глобально оптимально. Не такие крутые теоретические гарантии. Сколько это работает? И чем оно прикольно? Альпа собственно, в их классической имплементации, она, конечно, не так крута, как самая-самая крутая из вручную соптимизированных алгоритмов. Причем не так крута в каком смысле, что она, может быть, чисто технически не фьюзит какие-нибудь операции, потому что не умеет. Можно видеть левый график, это большие модели, тут best manual system — это Мегатрон. Это вручную написанный тензор-параллелизм плюс пайплайн-параллелизм, плюс дата-параллелизм. Видите, синий график близок, но не равен красному. Но на красный график ушло типа несколько человек лет инженеров NVIDIA. А красный, на красный, а на синий график ушло где-то примерно 5 минут, сейчас скажу, удобного интерфейса Альпы. И может быть, когда вы придумаете свою страшную архитектуру, например, вот есть G-Shard MoE, смесь экспертов, непонятно, если у вас, допустим, эксперты на видеокарту не влезают, как параллелить или что-нибудь такое, то... 22. 39 миллиардов параметров. А у кого есть 175? Короче, это сколько у них влезло на тестовую установку. В общем, смысл какой? Для больших моделей, которые уже вручную соптимизированы, это, не сильно хуже. А для моделей, которые вручную не соптимизированы, типа вот этой смеси экспертов, она рвет, она прям лучше. Throughput пропорциональное время работы? Throughput — это и есть буквально батчи в секунду. То есть они петафлопсы пересчитывают по батчам в секунду. И как бы самое главное, что в отличие от того кринжа, который был раньше, вы можете теперь сказать: установите Альпу, правда в JAX, ей нужен JAX. Это как PyTorch, только JAX. В смысле, это еще один фреймворк от Гугла, только он похож скорее на PyTorch, чем на TensorFlow старый. Так вот, чем он прикольно? Это работает как декоратор, как вот, помните, Numba была? Оно натравливается на вашу функцию, ей можно что-то подсказывать, а можно не подсказывать. И я не мыслю, что это прям продакшн. То есть она иногда лажает. Но пару раз она меня спасла. И поэтому я говорю об этом вам.
Смысл здесь какой? Что вы ей даете неоптимизированный single GPU код, она его для вас пытается оптимально распараллелить вот этим вот циклом с линейными программами. Она на выходе код дает? Она на выходе дает функцию, которая не на питоне, а которая intermediate representation. Можно два слова про JAX? Типа Google и PyTorch JAX? А нет, PyTorch это Facebook. PyTorch от Фейсбука, JAX от Гугла. Всё, тогда понятно. Вот, JAX, почему это на JAX? Потому что в JAX удобнее залезать внутрь графа вычислений и там что-то подстраивать. Если у вас граф с какими-то переменными вычислениями, типа вот вы там типа if что-нибудь, for, там, while true, скорее всего сломается, хотя я не пробовал. Как бы точно люди пишут про то, что есть графы сложные, на которых она не работает. Но если у вас всратая модель, никто ее еще не параллелил, то, может быть, это ваш единственный выход. И самое прикольное, что это стало, ну не то чтобы мейнстримом, но уже серьезным словом, и есть хороший шанс, что как бы теперь люди придумывают клевые архитектуры, которые раньше не писали, потому что их никто оптимально не распараллеливал. Вот. И давайте я пойму, если у нас еще пару минут, чуть-чуть у нас времени есть. Что были крестики в графиках про throughput? Люди просто не брались параллелить? Или... Стандартные алгоритмы оптимизации не влезали. Для WideResNet такие себе алгоритмы оптимальные. А вручную какой-нибудь результат был? Это называется систем. Да. Ну, вручную можно, будет примерно так же. То есть ручной тензор-параллелизм, и, кстати, даже вот тот тензор-параллелизм, о котором я вам говорил, который pip install, будет работать, ну, примерно так же. Так, это уже космические корабли, как вы понимаете, начинаются. И еще один прикол, который тоже космический корабль, который к нам уже подплыл, на него можно запрыгивать, это вот что. Смотрите, тоже фринжовая тусовка, пока все еще скорее фринжовая, хотя звезд больше, чем у Альпы. Это идея вот какая. Сейчас есть несколько команд, ну и дисклеймер, я имею к одной из них отношение, которые пытаются сделать такое распределенное обучение и применение моделей не на кластерах GPU, а вот как в торрентах, когда каждый человек может притащить свою видеокарту, пока ему эта видеокарта не нужна, она работает на помощь чему-то обучению модели, а потом он сам обучает огромную модель, которая у него бы не влезла даже с оффлодингом. Это да, это про это. Общее наблюдение такое. Внезапно оказалось, что... И это даже не наше наблюдение, в смысле, не мы первые в целом в эту сторону намекаем, но если у вас моделька маленькая, то разделять ее между видеокартами даже в локальной сети очень дорого. Вы там 10 миллисекунд читаете модель и там 100 миллисекунд передаете. Но если у вас модель 175B или 1.6T, то время работы на GPU такое большое, что уже не так страшно по сравнению с этим передавать по сети. Не говоря уже о том, что веса вашей модели растут, как это к этому наблюдению приложил основную руку Максим Рябинин, что веса модели растут как hidden dim в квадрате, а общение для задач фантюна растет как hidden dim просто на константу. Ну, потому что веса hidden dim, а активация hidden dim на батч. Так вот, оказывается, что если вы делаете пайплайн-параллелизм, например, то начиная с каких-то там условных 100 миллиардов параметров, вы можете гонять пайплайн-параллелизм чуть ли не по интернету. И пропуская довольно много душесчипательных графиков, смысл у этого такой. Теперь вы можете, не особенно мудрствуя лукаво, взять Bloom или OPT или Галактику, модели, у которых больше 100 миллиардов параметров, ну или без чего-то 100, и эффективно гонять их на дешевом железе. Каким образом? Ну, либо вот как мы пытаемся делать BitTorrent, либо понанимать себе, где попала машина на Vasta.ai, тоже тем же самым фреймворком. Это не будет топом по эффективности. Чего-то вы там потеряете. Но на это смотреть нужно так. Вы типа будете там в 1,5 раза менее эффективны, но зато в 10 раз дешевле. Пользоваться этим или нет, тоже решать вам. Ссылка наверху. На нее можно забить, ну или посмотрите, слайды есть. В описании вроде не будет. Позвольте, как говорится, ставить ремарку. Тут на самом деле же не только про BitTorrent и про споты. Даже если у вас внутри есть какой-то кластер, но там не супер быстрая сеть, то это тоже намекает на то, что большие модели вполне себе можно использовать в не bottleneck'ись по коммуникации. То есть, совершенно верно. Даже без рекламной интеграции, если у вас есть кластер, который, не знаю, гигабит между нодами, то вы можете стандартными алгоритмами не Petals. Ну, хотя Petals это сможет, но обычный Torch RPC или там даже DeepSpeed вам сделает эффективный пайплайн параллельный инференс
без дополнительного геморроя на ускорение сети до 100 гигабит. Ну, только там, знаете, передавайте там токены в FP16, все такое, а не в FP32. Дешевое ускорение. У меня на сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то самое время их задать. А если нет, то на семинаре будет скорее потыкаться в разные алгоритмы, типа градиент чекпоинтинг. То есть семинар сегодня будет как раз по азам, тензор параллелизм и градиент чекпоинтинг. У меня есть вопрос. Вот эти все, вот то, что мы все изучали, оно работает, когда у нас модель уже есть, и мы пытаемся уже готовую модель как-то расфигачить. А когда нам надо ставить кучу экспериментов, чуть-чуть разных моделей, экспериментировать, какая лучше, какая хуже, вот оно работает? Давайте начнем с такого. Давайте попробуем из того, что сегодня было, выбрать те алгоритмы, которыми сеть можно обучить с нуля. Ваше предложение. Пайплайн параллелизмом можно? Можно. Можно. Окей. Тензор параллелизмом можно? Можно. Какие еще есть? Дата параллелизмом в лоб большую модель в ГПУ не засунешь. А как не в лоб? Дата параллелизм zero. Какими еще можно? А если у вас одна ГПУ? Да. И даже смесь экспертов можно при большом желании так учить. Все эти алгоритмы позволяют вам делать обучение с нуля. Единственное, что Deep Speed Inference — это техническое решение для инференса, и Petals — техническое решение для инференса и файн-тюнинга. Единственное, что здесь есть еще одно важное исключение. L2L теоретически вам позволяет обучаться с нуля, но делать вы это будете на таких больших моделях, которые не влезают в видеокарты, миллиард лет. Petals, оно про файн-тюн и про инференс. Обучение с нуля не получится, потому что там нужно... Да. Ну, from scratch на самом деле есть, но это другая история. Про это есть. Короче, для обучения с нуля есть рядом такие же фреймворки. Да, Swarm называется. Там есть несколько. Swarm — это статья, к которой приложил руку Максим, рекламная интеграция. И там же, короче, спросите в чате, я добавлю, хорошо? Да, да, хорошо, есть еще одна статья. Угу. Так, я, видимо... Извини, а на исходный вопрос ответил про дообучение или с нуля обучения? Да, спасибо, я понял. Окей. Давайте, наверное, сделаем так. 50 минут сейчас. В 00 начнется практика, на которой будет чекпоинтинг из торча, на которой будет тензор параллелизм автоматический, и на которой, видимо, будет просто кейс, давайте запихнем какой-то трансформер в маленькие ГПУшки. Ну, то есть, если вдруг вы это все уже знаете, или это вам не интересно, то можно... Хотя нет, у вас... Короче, если вы знаете, то скипайте. Если вам это не интересно, но вы все еще хотите сдать домашку, то я боюсь, что придется. Сейчас перерыв до 20:00. Самое время.